Всем привет! Вы на канале Dasha Models, и сегодня я затрону железнодорожный моделизм. Я буду строить довольно огромный локомотив, аж в 43 масштабе. А также, наверное, в середине ролика я вам покажу две модели, которые я очень долго ждала, и наконец они вышли. Так что давайте смотреть. Поехали! Итак, передо мной набор конструктора. И это довольно сложный набор. Здесь максимальная сложность 4 из 4. Нам обещают 8 часов сборки, и здесь 551 деталь. Довольно, наверное, сложный будет запил. Масштаб модели здесь 43, то есть автомобильный масштаб. И это чехословацкий локомотив ЧС-4Т. Давайте посмотрим, что внутри. Интересно, почему здесь возрастное ограничение 14+. Неужели из-за сложности? Ну, кстати, коробка довольно тяжелая. На обратной стороне вкладыша мы можем собрать и другой тепловоз. Тоже железнодорожный транспорт. И рельсы идут в комплекте. И автобусы, кстати, и троллейбус, и карус я собирала. А купить все необходимое для моделизма вы можете в магазине «Модельная лавка». Там вы всегда сможете найти свежие модели от АВД и не только. А еще там гибкая система скидок и очень удобная доставка. А применяя этот промокод для своей первой покупки, вы сэкономите 500 рублей на свой первый заказ. И заодно поддержите регулярность выхода моих видео. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. Так. Открываем. Так. Тут инструкция в виде довольно толстой книжечки и довольно простыми шагами. И формат более мелкий, мне больше нравится. Так, в комплекте идет клей ПВА и небольшой кусочек наждачки, а также целый пласт деревянных деталей, нарезанных методом лазерной резки на фанере. Давайте вскроем. Очень здорово, что у фирмы Baomi все детали идут по порядку 1, 2, 3, 4, так же, как и по схеме. То есть первый шаг, мы собираем первые детали с соответствующими номерами. Все по порядку. Первым делом я возьму инструмент. Такая планка, которой очень удобно выдавливать мелкие детали. И в первом шаге обратите внимание, что надо сделать две таких детали. Нам нужны детали 4, 5, 6. 4. Наибольшую деталь, наверное, можно выдавить пальцем. 4 детали, 2 детали номер 5. Здесь уже инструмент. 2 детали номер 6. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Telegram. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на Telegram есть тоже в описании. Это страшно, что приходится применять довольно много усилий. Так, и еще 6-я деталь. Номера, как видите, тоже присутствуют на нашей деревянной планочке. И все легко найти. И здесь нам понадобится клей. Сейчас он тут запаян. И с помощью бокорезов я его открою. Побольше. Так. И первый шаг. Мы берем деталь номер 4
Отставляем сначала деталь номер 5 наверх. Вот тут, как видите, здесь есть такой небольшой трафарет, и мы должны сопоставить и просто сверху приклеить. Но сначала я немножко уберу заусенцы от рамки. Итак, заусенцы я убрала, и теперь воспользуюсь клеем и смажем наш контур клеем. Накладываем на 4-ю деталь 5-ю. И сопоставляем трафаретик. Да, клей ПВА довольно быстро схватывается. Внимательно мы точно ставить деталь на свое место. Так, со второй детали я делаю то же самое. Итак, давайте немножко отвлечемся от сборки. Я хочу вам сказать про то, что я заметила, что у Мадимео вышло 2 спецвыпуска, которые посвящены нашим поездам, а именно вагонам. И вагоны, мне кажется, это довольно... Точнее, для меня лично это наиболее интересная тема в железнодорожной тематике, так как, смотря, например, на проезжающий поезд на автопереезде, или вообще на вокзале, или проезжая в том же поезде и смотря на встречный поезд, но в первую очередь мы увидим сам локомотив, но, к сожалению, он уезжает очень быстро, и что остается наблюдать, это бесконечную череду вагонов, которые довольно интересные, имеют каждый свой уникальный вид, форму, свое предназначение, и на них часто пишут производителя и принадлежность какой-нибудь, например, компании типа Зерно, Россельхоз, что-то там, или там Роснефть. У меня с прошлого выпуска, который я заполучила, есть 2 подставочки, они были тоже как подарочные. Ну, не подставочки, а, как правильно сказать, железнодорожное полотно. Вот, собственно, у меня в коллекции уже есть маневровый такой локомотив. Он встает на рельсы. Кстати, я видела много видео умельцев, которые моторизируют эти наборы. Ну вот, собственно, вагон. Это классический крытый вагон, который производили в начале прошлого века. И вы его, кстати, часто можете видеть в различной хронике, особенно в военной хронике, как люди эвакуируются именно из крупных городов на таких вагонах. Ну и сейчас их можно встретить. Ну, немножко видоизмененные, конечно, но суть остается так же. Это такой фургон, можно сказать, если проводить аналогию с автотранспортом. Правда, двери находятся сбоку, а так суть та же. То есть загружаются туда либо какие-то коробки, или какие-то грузы, люди, животные и перевозятся по железной дороге. Вот, собственно, он у меня попал в колею, и почти маленький состав у меня на рабочем столе. И также во втором выпуске, это второй вагон, он называется вагон Хоппер, и он перевозит сыпучий груз. Кстати, не обязательно, что это может быть зерно, это может быть и щебень, и уголь, и даже какой-нибудь, наверное, песок. Кстати, даже, по-моему, и зерно, не зерно, а муку перевозят в похожих вагонах. Вскрываем. Да. Довольно варварски, но по-другому я не знаю, как это сделать. Так, и здесь у нас дополнительная крышечка, и вот он сам вагончик. И вот он сам вагончик. И что я могу по нему сказать, что в принципе сделан он неплохо. Конечно, есть небольшие щелки, но я думаю, и вагоны, которые мы часто видим на железной дороге, тоже не идеальны. Так он легкий, выполнен из пластика, скорее всего.
И очень тут качественные декали. Прям настоящая миниатюра. Так что поставим его в сцепку. Пусть эти два вагончика маневрируют от одного поезда к другому. Я бы добавила, конечно, им немножко смывки и сухой кисти, и тогда бы они выглядели очень реально и натурально. Кстати, в наборе еще помимо журналов, и они очень качественные, я прям с удовольствием прочитала информацию об этих вагонах. Ребята прям очень классно стараются в своей типографии подбирать хороший материал для выпусков. И к ним, кстати, в набор также идут две вот такие открыточки, которые вы можете кому-нибудь отправить при желании или просто оставить на память. Они довольно живописны, выполнены в такой какой-то интересном цветопередаче старых фотографий. И смотрите, как живо смотрится этот набор выпусков именно с вагонами, а не просто с коллекцией разнообразных локомотивов и тепловозов. Вот прям глаз радуется. А вообще мне очень жаль, что костромские товарищи никак не перейдут к наборам для сборки именно вот таких небольших поездов, ну не то что поездов, а вагонов и тепловозов. И тут очень большой, может быть, полет фантазии, как вам окрасить эти вагоны. Конечно, понимаю, что тут просто кирпичики мы собираем, но не все так просто. Так что надеюсь, что когда-нибудь костромичи выпустят и наборы. А мы давайте перейдем к сборке деревянного локомотива. Первые 4 шага я сделала, и теперь необходимо эти детали соединить в один элемент. Это, я так понимаю, внутренний каркас нашего будущего локомотива. Нам нужны детали под номером 1, 2 и 3. И вот, собственно, первый блок нашей сборки будет готов. Деталь номер 1. Нам необходимы 2 таких детали. И деталь номер 2 в одном экземпляре. Первая наша подсборка. Значит, для этого мы берем результат нашего первого шага и результат 4-го шага, то есть второго, не знаю, как правильно. И эти 2 детали мы соединяем при помощи промежуточных элементов. Отверстие вверх. Так, надо сделать так, чтобы они были как по схеме. Значит, более длинная сторона назад. Что оказывается, они несимметричны. Так, и соединяем с задней деталью. Вот она симметрична. И вставляем в нижнее отверстие. Теперь можно проклеить. Так как это внутренний скелет, я думаю, что если я клеем сделаю так, будет и надежно, и не так видно. Так, и также торцы я проклею прям. И теперь 2 мои каркасные детали готовы. Нужно их соединить с помощью вот такого промежуточного элемента. И для этого нам понадобятся детали под номерами 10, 11, 12 и 13. Собственно, по порядку идем. Так, где мой инструмент? 10, 2 штуки. Так, и теперь обратите внимание, что мы соединяем наш каркас, где вот такие как бы встроенные стеночки друг с другом, и в эту часть мы устанавливаем вот нашу соединительную деталь. Тут видите отверстия, смазываем их клеем, и то же самое делаем с этой стороны. Вот, собственно, каркас локомотива готов. Теперь я беру деталь номер 14. Это нижняя часть нашего каркаса. И просто вставляем во все отверстия, предварительно
добавив клей. Все. Вот такой будет примерно у нас масштаб будущего нашего локомотива. А теперь я перехожу к установке боковых панелей. И они встают на вот эти ребра. Можно смело их смазать. Так, и начнем с центральной. На ней расположены, как видите, двери и одно окно. Так, в соответствии со схемой деталь располагается так и встает на вот эти два штырька. Сопоставляем. И надо вот аккуратненько, потихонечку наживить. Как видите, все с натягом. Это очень хорошо. И теперь я перехожу к сборке крыши. Берем нашу основу, схему, детали 22-23, и они встают. Сейчас сориентируем по рисунку. 23 деталь сюда, 22 деталь вот так. И перехожу к сборке дорожного полотна. Я уже собрала большую часть. Теперь я вам покажу, как это делается. Все довольно просто. Из двух половинок мы собираем шпалу и просто вставляем в отверстие сразу две детали. Оп, защелкнулось и готово. Ну и так довольно много раз. Готово. Теперь можно соединить эти детали в одну. И можно положить рельс. Рельс тоже составной. Кладем сначала так, и здесь также. И собираю кабину. Нижнюю часть, такой как бы фарточек локомотива. Так. Оп. Вот. Сейчас я буду устанавливать кабину на свое место. Соответственно, надо сделать это с двух сторон. Воспользуемся клеем. И установим. Сопоставляем штырьки с отверстиями. Так. И готово. Также я установлю электрооборудование. Явно это какие-то катушки. А теперь я перехожу к установке ходовых тележек. Я просто вставляю в нужное отверстие штырьками тележки. И последний этап, ставлю локомотив на рельсы. Готово. И вот такой локомотив у меня получился. И он довольно узнаваемый. Его довольно часто можно увидеть на пригородных железных дорогах. А если вам это видео понравилось, то ставьте лайки и подписывайтесь. И не забывайте заходить в Telegram или же в ВК-видео. Ну и на Рутюб тоже. До новых встреч. Пока-пока. Клеит детали аккуратно, чтобы все было четко.